трейдера в трейдинге. Very nice to be here. Я очень рад быть здесь. Unfortunately, I can't tell you everything to learn to be a professional Forex trader in an hour and a half. К сожалению, за 1,5 часа я не успею вам передать все, что необходимо знать, чтобы стать профессиональным трейдером. That takes 3 hours. Наверное, надо как минимум 3 часа. I did my first Forex trade in 1972 in Deutschland. Первая моя сделка на Форексе была в 1972 году. Это была сделка с немецкой маркой. My first stock trade was when I was a freshman in college in 1958. Моя первая сделка на фондовом рынке была, когда я был на первом курсе университета в 1958. And I have been trading professionally ever since. И с тех пор я торгую профессионально. What I'm going to talk to you today is the most important thing for me in my life. It's how I've been able to support my family and my friends. То, о чем я буду говорить с вами сегодня, это, пожалуй, самое важное в моей жизни, и это то, чем я поддерживал свою семью и своих друзей. I can't possibly cover everything that I have here today, but if you have an interest, if you'll email me, I will answer all your questions. Конечно, нет никакой возможности рассказать вам сегодня обо всем, что я знаю, но если вы заинтересованы, вы можете написать мне письмо, и я отвечу на все ваши вопросы. И если вы бы хотели получить в электронном виде материалы, которые я буду сегодня показывать, я тоже могу вам отправить их на электронную почту. Имейте в виду, что мнение это как подмышки, у всех они есть, и они обычно пахнут. В том числе мое мнение тоже. Ну что ж, будем начинать. Это изображение Пифагора, самого умного человека, который когда-либо ходил по земле. Это сказал Альберт Эйнштейн. Пифагор жил в 600 году до нашей эры. И он знал, что Земля круглая. Он также знал, что Луна находится на расстоянии 250 тысяч миль от Земли. Он известен теоремой Пифагора, названной его имя. И он первый человек, который использовал квадратные корни чисел. Как же это связано с Форексом? Дело в том, что это напрямую относится к математике и геометрии рынка. Единственное, что я вам могу обещать, это все, что происходило в прошлом, произойдет и в будущем. Это справедливо и для валютного рынка, например, для евро-доллара, это справедливо для японского, европейского, немецкого фондового рынка. А также для любых сырьевых товарных рынков, для соевых бобов, золота, нефти и так далее. Okay, now we will move on to the next one. This is my information if you want to reach me. This is my website. It's also my email address, larrypesavento@gmail.com. Вот мои контактные данные. Если захотите со мной связаться, это мой веб-сайт. И электронная почта у меня такая же, larrypesavento@gmail.com. Ну что ж, будем двигаться дальше. Надеюсь, кликер работает. Ну что ж. Рынки могут делать только 3 вещи. Во-первых, они могут расти. Они могут падать. И еще в один и тот же день они могут вырасти и упасть. И
И зачастую они делают одно и то же на протяжении целого дня. Okay, so my job, I am a pattern recognition swing trader. Итак, моя задача, я свинг-трейдер, распознающий фигуры. I try to recognize these patterns. И я стараюсь распознавать эти фигуры. This is a chart that we just looked at. There's the same pattern, A, B, C, D. Вот график, на котором повторяется одна и та же фигура, А, Б, С, Д. And you see again, A, B, C, D. This is the euro on a monthly chart. Pay attention because we're going to see it on a smaller time frame very soon. И видите, здесь снова повторяется эта же картинка А, Б, С, Д. Это месячный график евро-доллара. И будьте внимательны, потому что скоро мы увидим это и на более коротких графиках. This is the same pattern that we're looking at. Everything is related to angles. You notice these are all angles. Everything is related to angles. И все соотносится, то есть имеет отношение к углам. Видите, здесь везде есть углы. This is known as the geometry of the market. Это еще называют геометрией рынка. These are how markets go up. We have higher tops and higher bottoms is an uptrend. Вот так вот рынки растут. Максимумы становятся выше предыдущих максимумов и минимумы выше предыдущих минимумов. Это растущий тренд. This is the opposite when we have lower tops, lower bottoms, we're in a downtrend. А это противоположная ситуация, когда минимумы ниже и максимумы тоже ниже. Это падающий тренд. If someone asks you what is the trend of the market, you must ask them what is the time frame you're looking at. Если вас spрашивают, в каком тренде сейчас рынок, вы должны в ответ спросить, а на какой период времени мы смотрим. This is a 4-hour chart of the euro versus the US dollar over the past 4 months. Это 4-часовой график евро-доллара за последние 4 месяца. Here is the A, B, C, D pattern we just showed you. You want to be a buyer at point C, a seller at point D. И это снова мы видим повторяющуюся картинку А, Б, С, Д, которую мы только что видели, и нам стоит покупать в точке С и продавать в точке Д. It would be my wish if I could do this in live time, but unfortunately there's no trading on Sunday, so we cannot do that. Было бы здорово, если бы я мог показать вам это на живых данных, но, к сожалению, по воскресеньям рынок закрыт, поэтому я не могу вам ничего показать. What I'm expecting the euro to do in the next 2 or 3 weeks is to complete this type of move right here, right there, to bring the euro right down to this level right here. So this would be equal to this. И я ожидаю, что евро-доллар в следующие несколько недель порисует этот паттерн и дойдет примерно вот до этого уровня 1.1095. This is a picture of the euro over the past year and a half. А это график евро-доллара за последние 1,5 года. Let me ask someone a question. What is the trend of this market right now? If you were to look at this, what would be the trend of the market? А позвольте мне задать кому-нибудь вопрос. Скажите, в каком тренде сейчас этот рынок, если на него сейчас посмотреть? It's either up at this end right here, and it's flat for the whole year, correct? То есть в конце рынок растущий, если смотреть только на конец, а если на весь период смотреть, то рынок в таком тренде, правильно? I want you to pay attention to this price right here, 105 in the euro. Remember that. Обратите внимание на вот эту вот котировку 1.05 здесь внизу, запомните ее. Because we're going to be looking at that in the future. Потому что в будущем мы будем еще обращаться к этой цене. I just talked to you about a pattern known as the ABCD pattern. Только что я говорил с вами о паттерне АБЦД. But when you look at this chart, you do not see that pattern. Но глядя на этот график, мы не видим этой фигуры. And there's a very good reason for that. И на то есть очень хорошая причина. If you knew what that pattern was, I wouldn't be able to take the money away from you. Если... If they knew what the pattern was, I wouldn't be able to take money away from them. Если бы я знал, какая здесь будет фигура, я бы не смог отнимать у вас деньги. When I look at the euro, I don't see this. This is what I see.
Когда я смотрю на евро, я не вижу простой график. Вот что я вижу. B, C, D, A, B, C, D. That's what I'm looking at. Я вижу вот такую картину. Это А, Б, С, Д, и потом снова А, Б, С, Д. This is how the structure of all markets work, A, B, C, D. Вот так работает структура всех рынков. А, Б, С, Д. But there's only one way that you could ever learn this, and that is to practice how it actually works. Но усвоить это можно только одним способом – практиковаться. I'll give you an analogy. If you have a child that has a appendectomy operation, Приведу вам аналогию. Например, если у вас есть ребенок, который пережил операцию по удалению аппендицита, аппендикс. Do you want the medical student to operate on your child, or do you want the chief of surgery to operate on the child? Как бы вы хотели, чтобы вашему ребенку делал операцию студент, интерн или начальник хирургического отделения? These are the patterns that I use in my trading. Вот фигуры, которые я использую в своих торгах. You can see this is an uptrend, this is a downtrend, this is a potential uptrend, this is a potential downtrend, this is an uptrend, this is a downtrend. Как видите, первое это растущий тренд, потом падающий тренд, третье это потенциальный растущий тренд, четвертое потенциальный падающий тренд, пятое растущий тренд и шестое падающий тренд. These are the other patterns. This is a downtrend. А вот фигура это падающий тренд и растущий тренд. This is a three tribe, A, B, C, D, A, B, C, D. This is known as 1, 2, 3. А эта фигура, которая называется 1, 2, 3, здесь тоже видно фигуру АБЦД. Same thing here, 1, 2, 3. То же самое и здесь, раз, два, три. These are known as butterfly patterns. А это фигуры бабочки. Again, I'm not able to explain all of these patterns to you today, but I want to start you with the ABCD pattern because that's the one that leads to all the other patterns. Конечно, я не смогу вам объяснить все фигуры за короткое время, которое у меня есть, но я начну с фигуры АБЦД, которая является ключом ко всем остальным фигурам. And again, I urge you, if you enjoy seeing these types of patterns and you want to learn more, there is many ways to learn this. If you will email me, I can guide you to my website and other websites that can help you learn this. И снова таки, есть очень много разных фигур и много разных способов научиться их распознавать. Если вам нравится такое занятие, то свяжитесь со мной, напишите мне письмо, и я вам укажу на свой сайт и на другие сайты, где можно многому научиться. All of the patterns that we have are related to angles. И все фигуры, на которые мы смотрим, они работают на углах. And these how our numbers are formed. This is one angle, this is two angles, this is three angles, all the way down to 9 angles and 0. Так и формируются цифры. Видите, в первой 1 угол, во второй 2 угла, в третьей 3 угла, в девятой 9 углов и в последний 0. What we're trying to do is to find an angle where you have We're trying to find where we have an angle for a sell or an angle for a buy. That's what we're looking for. И мы пытаемся найти угол на продажу или угол на покупку. Вот чем мы занимаемся. This article appeared in Business Week magazine. Эта статья была опубликована в журнале Business Week. The year 2000, April 17th of 2000. 17 апреля 2000 года. It came from the Massachusetts Institute of Technology. Ее опубликовал, ее автором является Массачусетский институт технологий. They analyzed 800,000 patterns over a 37-year period. Они проанализировали 800 тысяч фигур за период в 37 лет. This paper is available on the internet also if someone would like it. И эту статью можно найти в интернете, если вам интересно. It's all based on the natural order of the universe. И все здесь основывается на естественном порядке вещей во Вселенной. All markets
are either expanding, like we have here, or they're contracting. Those are the only two things it can do. Все рынки либо расширяются, как здесь раскручивая спираль, либо они сжимаются. И это все, что они могут делать. Remember, markets can only do three things. Помните, рынки могут делать только три вещи. They go up, Расти, they go down, падать or they go sideways. или двигаться вбок. And if you can decide what they're doing, that gives you a huge advantage over other traders. И если вы сможете распознать, в каком положении сейчас рынок, это даст вам огромное преимущество перед другими трейдерами. Pattern recognition does not use any fundamental news. При распознавании фигур мы не пользуемся никакими фундаментальными новостями. And no lagging studies like moving averages, stochastic, relative strength, etc. И при этом также не используются никакие отстающие индикаторы типа скользящих средних, RSI, стохастик и так далее. Many of the works that we do are related to Pythagoras and also Leonardo da Vinci. Много чем мы занимаемся относится к Пифагору и Леонардо да Винчи. Da Vinci was very obsessed with the Fibonacci sequence. As you can see here, all the ratios and proportions of the human body are related to the Fibonacci number of 618. Леонардо да Винчи был просто помешан на последовательности Фибоначчи, и на этом рисунке, как видите, он вывел, что соотношение Фибоначчи 0,618 и так далее, рациональное число, все эти соотношения можно найти в строении человеческого тела. Fibonacci is known all over the world as a genius, but what some people do not know is that he was also a little bit paranoid. Фибоначчи по всему миру известен как гений, но вы, наверное, не знаете о том, что он был еще немного и параноиком. Он мог, например, одновременно писать правой и левой рукой. И он все писал в обратном порядке, глядя в зеркало. Поэтому единственный способ прочитать – это развернуть зеркало. Поэтому все его работы заключены в книге под названием «Кодекс». Эту книгу купил в 1986 году Билл Гейтс за $20 миллионов. И сейчас 6 месяцев в году эта книга колесит по свету. А вторую половину года книга выставлена в Смитсоновском институте в Вашингтоне. 3,000 years before Da Vinci, the pyramids, this was a diagram found in the pyramids showing the ratios of the body. За 3000 лет до жизни да Винчи вот такие вот рисунки соотношения пропорций человеческого тела были найдены в пирамидах в Гизе. И там тоже обнаруживается то же самое соотношение 0,618. Также там показана спираль ДНК. Да, тут правильно все. Я пытаюсь пошутить, но может не получиться. Ладно, попробую сейчас пошутить. This spiral of DNA is the main reason that the KGB all have the same DNA. Это спираль ДНК – основная причина, почему у всех КГБшников одинаковая ДНК.